Сегодня тема такая, мы будем говорить о молчании. И вот сама даже формулировка странная, как говорить о молчании. И вообще тема такая неочевидная в Библии, на самом деле. Но мы идем по привычкам, помните, да, что мы изучаем привычки служения в прошлый раз было, да? Там, какие еще привычки были? Молитва, какая еще? Что еще? Поклонение. Ну, в общем, мы идем по привычкам. Да? У нас привычка молчания. И сама формулировка немного странная, потому что в Библии прямых указаний нету. Да? И, соответственно, что нам делать, если нет указаний прямых? Но есть какие-то другие моменты. Ну, в общем, мы сегодня попытаемся дать богословское обоснование, что это действительно имеет смысл. И посмотреть на практику, как это можно привести. Но вообще, я смотрю, интерес дикий, да, в глазах. Тема такая очень актуальная, в плане, что вообще не модная тема, да. Зачем там останавливаться, зачем там молчать, зачем? Можно же на полезные вещи потратить, можно кому-то помочь, вот там, как Катя, да, можно там с детьми побыть, вообще мы супер заняты, вот у нас там дети маленькие, лучше с ними время провести, или там с супругой, с супругом, вот, лучше что-то там, денег для семьи заработать, да, зачем останавливаться, зачем вообще тратить время на какую-то сомнительную совершенно вещь, которая даже в Библии, не очевидна. Вот вопрос, да? Я тогда вообще зачем вышел, если... Вот. Давайте попробуем разобраться. Может быть, найдем ответы. И тема сегодняшняя называется так: «Молчание, практика субботы». Но пока не ясная тема, давайте посмотрим, что за ней скрывается. Я хочу начать с вопроса такого: сколько дней творения? Вот Андрей сегодня читал текст из первой главы Бытия, да, из второй. Нет, не из второй, да, из первой, по-моему, да? Или из второй. 6 дней. 6 дней творения. Все согласны? Или 7 дней творения? Уже. Так 6 или 7? Уже вы 7, 6? 7. Кто за 7? Кто за 6? Остальные за сколько? Я не понял. 6,5. Так, в общем, сам уже, все такие давно уже в церковь ходят, знают, что там 7 дней творения, но отвечают 6. Или наоборот, да? Но ясно, не так очевидно, да, как выяснилось. Смотрите, давайте разберемся. 6 дней Бог что делал? Создавал. Что еще? Он говорил, да? Он 6 дней говорил. Что еще он? Еще очень важный момент, что он делал. Отделял. Он отделял. Помните, он отделил что? Воду от воды. Что еще отделял? Да, сушу отделил. Что еще? Да, точно. Небо и землю отделял. Свет от тьмы. Помните, да? Он отделил свет. День от ночи отделил, да? То есть что отделял? А что такое отделять? Отделять — это наводил порядок. А потом что еще делает? Прям точное слово нужно. Наполнял. Да? То есть он наполнил воду, наполнил землю, наполнил небо жизнью, да? И человек там же в этом. Правильно же, да? Вспоминаете? Все помните? Согласны? Здесь спорить не будем. Он 6 дней это делал, да? А в 7-й что он делал? Что? Отдыхал. Это что значит?
Он делал ничего. А что еще он делал? Еще одну вещь он делал. Так. Точно? Точно? Он говорил не. То есть он не говорил. В седьмой день он не сказал ни слова. То есть он все, 6 дней он говорил, это хорошо, это там, давайте так, будет так, вы летите, вы там наполняете, и все такое. Да, он 6 дней что-то говорил, и все, по его словам, вот так крутилось, вертелось. А в 7-й день он ни слова не сказал. Молчал, Бог молчал, не говорил. Ни одного слова в 7-й день не было. Да? Так вот, смотрите, а вот теперь вопрос. Зачем нужен 7-й день? Ну, как бы же уже в 6 все случилось. Типа в 6 уже все произошло. Уже человек есть, да? Венец творения, да? Венец творения человек или нет? Да или нет? Кто согласен, что венец творения человек? Что-то вы так как-то... Что я? Сложный вопрос задать. Но смотрите, если у нас 6 дней творения, тогда венец, вишенка на торте человек. А если у нас 7 дней творения, человек не последнее, да, что произошло. То есть, смотрите, Бог включает 7-й день в творение. Для чего-то он нужен в творении. 7-й день. И, давайте так сказать, что венец творения не человек, венец творения суббота. То есть она последняя. И она отделена, помните, Бог отделил этот день от остальных. Он его тоже отделил. И он в этот день ничего не делал, и он в этот день ничего не говорил. И это супер важное время, которое Бог создал. Он создал ритм 6+1. И 6+1 это все творение. Это все 7 дней творения, не 6 дней творения. 7-й тоже включен в творение. И он особенный. А чем он особенный? Смотрите, позже мы знаем, что в этот ритм Бог хочет вовлечь человека. Да? Мы говорим, он говорит Израилю, там, 7-й день не работай, в 7-й день манну не собирай, 7-й год юбилейный. Он говорит, землю не трогай, пусть она отдыхает. То есть 7 там, вот юбилейный год, рабов отпускай. То есть, что это означает? Что это доверие, что земля в 6-й год даст на 3 года урожай. Пока человек молчит так же, как Бог, ничего не случится, мир не рухнет, мы работу не потеряем, карьера наша не рухнет, мы денег не потеряем, наши семьи будут снабжены, все у нас будет хорошо. То есть Бог молчит и вовлекает в этот ритм человека, молчаливое такое общение, не знаю, если это понятно. Вот, но хорошие друзья могут и помолчать вместе, да, что в этот день человек вовлекается в ритм Творца. И вот этот день, он особенный. Да? Согласны? Похоже? Ну ладно, хорошо. То есть, смотрите, давайте вот этот текст мы зачитаем, мы еще даже не приблизились, да? Остановитесь, познайте, что я Бог. Это вообще псалмы. Но такое ощущение, что это заповедь о субботе. Похоже? По-другому сказано. Ну, по-моему, похоже. Согласны, нет? Ладно, не буду вас мучить. Хотя нет, я буду вас мучить до конца. Потому что вы молчите, а я нет. А я иногда тоже хочу помолчать. В общем, смотрите, что Бог делал. Вообще, Бог создает, когда Он примерно делает, вот мы говорили, отделять, да, как ремонт в доме. Вот, допустим, у нас есть квартира, но она в черновом, там стен нет. Вот Он отделяет стены. Стены – это отделение, да. Вот мы стены построили из гипсокартона. Мы, значит, комнаты разделяем. Вот отделяем комнаты. Бог делает вот примерно то же. Потом что мы делаем? Наполняет. И, значит, это вот то, что там завозит мебель, украшает. Да.
Бог создает вообще Вселенная – это его храм, космос – это храм. И в 7-й день он воцаряется. И он назначает человека священником и царем. И он, вот это слово «возделывай и храни» – это слова для священников в храме уже позже, в у Израиля. Да? То есть человек должен быть как Иосиф, номер 2, то есть в Египте. Да? Царь, но он номер 2. То есть человек, царь, но номер 2. Он и священник, он и царь над всем остальным. В общем, человек, и вот этот ритм, который Бог создал, человек тоже в него приглашен. В общем, скажем так, пока человек находится в молчании, Бог о нем заботится. Они вместе молчат. Ну, вот так. И это у нас место, где происходит это все? В саду. Вот здесь у нас сад. Вот у нас сад, вот здесь. И вот здесь такой замечательный ритм, такое вот молчаливое общение, доверие, забота, служение и предназначение человека как священника в храме Бога и как царя. Царя над всем остальным творением. Да? Вот. А вот здесь у нас уже будет... Опять мы сюда пришли. Вообще отсюда надо начать было. Ну ладно. Но смотрите, мы живем в мире, для которого суббота или вот остановка или молчание ценностью не является. Да? И есть текст, который, на мой взгляд, вот, является противоположностью. То есть мир, вот, в котором мы живем, он совсем другой. Он не похож на сад. И это место, это башня, Вавилонская башня. Да? И я напомню, что давайте построим себе город с башней до небес, чтобы прославить свое имя и не рассеяться по всей земле. Господь сошел посмотреть на город и башню, которую строили люди. Сойдем же и смешаем им язык, чтобы они перестали понимать друг друга. И вот мы из сада переместились в башню. И башня – это совсем другое место. Это где звучат языки, и они, может быть, громкие. Идет стройка также, но это уже стройка для того, чтобы возвысить свое имя. И эти языки, в конце концов, они не понимают друг друга. Да? Вообще вот, то есть покой уже утрачен, человек идет уже по земле, он идет далеко, уже в сторону от Эдема, вот находит место, решает построить там город с высокой башней. Да? И что было до этого, помните? Кто-нибудь помнит? До Вавилонской башни, что там было интересного? Ну, да, грехопадение чуть пораньше. Как? Потоп был, да. И вот опять, мы здесь не полностью текст привели. Допустим, человек решает сделать кирпичи, обмазать их чем? Смолой. А для чего? Укрепить. Еще один очень важный смысл. Да, это водонепроницаемый. То есть, если вдруг будет потоп, башня уже будет водонепроницаемая, и она высокая до небес. В общем, если что, мы там нормально пересидим, комфортно и, в общем, под контролем все. Скажем так, если Бог в следующий раз разгневается, будет потоп, мы там нормально, в общем, заживем. Вот, я хочу еще обратить внимание, что само слово «Вавилон», кто-нибудь знает, что значит? Талант должен знать. Ну, не обязательно, просто я вдруг... Да, так, еще. Вавилон, что значит? Он говорит, ворота в небеса. Смешение. Так, кто за ворота в небеса? Так, Анфиса одна, что ли? 2. Так, все, и талант. 3. Кто за смешение? Остальные воздержались.
Смешение. На самом деле правы оба, потому что по-еврейски будет это смешение, а по-аккадски или шумерски это ворота в небеса. То есть здесь такая вообще такой, как это, насмешка, да, что то, что для человека это ворота в небеса, а для Бога это какая-то фигня, вот непонятная. Ну, как бы. И вообще вот я так думал, что такое смешение? Это же какой-то непонятный. Они на каком языке разговаривали, как надо было смешать, что они не поняли. Я вот, честно говоря, механизм мне не ясен. Но здесь две вещи ясные. Первое, смешение – это противоположность разделению. То есть то, что Бог в саду, да, или там вот в первых главах творения разделял, и Он делал порядок, да, наводил порядок. Смешивать – это значит приводить все в хаос. Наоборот, Он как бы все смешал, вот так в кучу все смешал. Вот. И язык получился, ну как бы, вот смешал в кучу. То есть хаос – это вот символ хаоса, да, смешения. И второе, ясная вещь, что люди перестали понимать друг друга. Это ясно. То есть как это произошло, мне непонятно, но давайте мы как бы об этом сейчас тогда и не будем. Вот. Люди перестали понимать друг друга, несмотря на то, что они говорили друг с другом. И произошла антисуббота. То есть хаос, шум, непонимание, недоверие, штурм неба, в общем, контроль, попытка взять под контроль ситуацию. Вот. Ну, в общем, вот это вот и есть антисуббота. Это то, как мы видим и как мы... То есть человек выстраивает уже свое священное пространство. Если в первой главе космос был священным пространством Бога, храмом, который он построил, да, то сейчас человек строит свое пространство. Он назначает себя священником. Он сам хочет зайти на небо. Он как бы берет вот эти вот... Он сам хочет властвовать и взять все под контроль. То есть он самоназначенный священник, самоназначенный царь. В общем, и все это происходит в такой очень шумной обстановке. Здесь нет покоя, здесь нет тишины, здесь нет доверия. Есть страх, потому что можно все потерять. Почему мы все берем или хотим взять под контроль? Мы боимся. Мы даже отдыхаем. Отпуск, по плану у нас, да? Это вообще как отдых по плану. Так отдых или по плану. Вот. Но отдых должен быть по списку. То есть мы даже на отдыхе, получается, боимся утратить контроль. Мы не отдыхаем на отдыхе. Мы хотим, чтобы все было четко, там, мы везде успели. И это вообще не отдых, да? Или... в общем, видите разницу, да, что как бы то, что происходит в саду, да, и в башне, это вообще разные истории, и разные миры, и разные как бы... Это противоположные концепции. То есть башня – это антисуббота, это шумное место. И там нет молчания. Вот, допустим, в мире, вот мы живем в этом городе, очень трудно найти тишину. Невозможно. Дома вряд ли, на работе точно нет. В кафе, где? Вот, давайте. В горах там 1 миллион человек ходит. Но это надо... Да, там, где есть покой, там можно оттуда не вернуться, да, Андрей? В общем, очень тяжело. А почему? Вот смотрите, вот в машине кто музыку не слушает? Вот даже Калина подкасты слушает. Вот почему? Почему нужен постоянный... Елена, вы не слушаете. Вот, один человек, посмотрите на нее все.
мы боимся тишины, нам нужен постоянно, нам что-то нужно, оно вообще бесполезное, нам какие-то разговоры нужны бесполезные, какой-то шум, какая-то музыка, вообще что-то нужно, чтобы какой-то фон происходил, какая-то жизнь, типа имитация жизни, да, что-то должно происходить. И уйти от этого, вообще вот невозможно, вот, некуда идти. Вот куда бы мы ни пришли, там какой-то шум стоит. Вот. Это чистой воды Вавилон. Вот. А вообще, что еще в Вавилоне было? Контроль и комфорт, да? Кто-нибудь смотрел? Хотя, ладно, я знаю, кто смотрел. «Гости из будущего». Кому говорит это название что-то? Поднимите руки. Так. Это советский старый. Вот, мелофон. Алиса, где мелофон? Так вот, я думаю, это тогда было вообще супер, такая вот, прикиньте, кристалл, который исполняет желание. Если бы создатели знали вот про эту штуку, мелофон, вообще идея мелофона отдыхает. Вот это вот реально исполняет желание. Все. Банковский счет, пожалуйста. Что там, новости, пожалуйста. Продукты, бац, принесли продукты. Такси, бац, приехало такси. Там, с Америкой связаться. Вообще, раньше с Америкой связаться надо, куда-то идти, что-то звонить. Сейчас бац, и ты в Америке, бац, оттуда сообщи. В общем, вот это вот реально мелофон, это вот даже в 100 раз лучше, чем мелофон, да? Вот, контроль и комфорт. То есть хотим есть, хотим ехать, хотим кому-то написать, хотим пообщаться, новости. Вся жизнь здесь, да, вот работа, пожалуйста, все здесь. Вот это супер кристалл, вот это я понимаю. Вот, так вот, но что в Вавилоне недоступно? В Вавилоне есть свой ритм, в башне есть свой ритм, он называется 24/7. И в этом ритме 6 к 1, 6-1 недоступны. Мы не можем остановиться, мы не можем отдать контроль, мы не можем побыть в тишине, мы ее даже найти не можем, ее нету. То есть Вавилон – это шум, это непонимание, это недоверие, это контроль, это комфорт. Вот. Но вот этот ритм, который задуман изначально, его нету, к сожалению. То есть ритм сада, его здесь нет. Его в Вавилоне, в башне нет. Да? Но все было бы плохо, если бы еще одно событие, которое я хотел бы обратить внимание, оно вот здесь уже находится. Вот смотрите, мы были в саду, вот здесь мы были. Здесь все хорошо было. Вот здесь, в Вавилоне, у нас все плохо, все шумно, все так себе. Нет покоя нашим жизням. Вот. Но есть еще храм. Что это значит? Вот здесь у нас храм будет. Еще один текст. Я зачитаю. Давайте вместе вспомним, что произошло. Египтяне, ливийцы, римляне, иудеи, критяне и арабы. И все мы слышим, как они говорят о великих делах Божьих на наших языках. Вот здесь это произошло. Что случилось? Кто помнит, кто может сказать? Дух сошел. На кого? Когда? Где? Пятидесятница. Отлично. Церковь, да, рождение церкви. Что еще? Что еще произошло интересного в этот момент? Смотрите, что это событие похоже на то, как Бог работал с языком в Вавилоне, но только наоборот. То есть здесь происходит, что люди говорят, а все их понимают на своих языках. То есть это антивавилон. И вообще вот это событие, я бы его так назвал, что Вавилон закончился. Вот здесь Вавилон закончился.
И это очень неплохо, это замечательно на самом деле. Сейчас мы с вами поговорим. То есть, если в башне у нас происходит разделение, то вот здесь в храме у нас наоборот единство получается, да? И как бы и понимание получается, и, скажем так, что еще здесь, что здесь замечательного? Давайте посмотрим. Что является новым храмом? В Новом Завете, давайте посмотрим. Новый храм – это что или кто? Иисус? Еще кто? Человек? Какие еще варианты? Почему Иисус? Кто сказал? Новый храм, замечательно. Почему? Но, помните, Иисус говорит, разрушьте храм сей, я создам его в 3 дня. Да? Он про себя говорил, да? Иисус говорит, я новый храм, замечательно. Еще, это Евангелие Иоанна. Еще один момент. Иисус, скиния, Слово стало плотью и обитало, вот это обитало скюна, это скиния. Слово стало плотью и стало палаткой среди нас. То есть присутствие Бога. Иисус, новый храм, Он новая скиния. И Он еще кто? Он еще и господин субботы. Да? Господин покоя. Ладно, давайте я вас мучить не буду. Но не только Иисус является храмом. Когда Дух сходит на апостолов, почему их 12? Почему апостолов 12? Совершенство. Почему еще? Талант должен быть. Я не знаю. Как? Вот, замечательно. Володя. 12 колен. Новый народ. Это новый... Как? Что? Да, это вот то же самое сказала. Новый народ. Это 12 колен Израиля. Это новый Израиль. Да? Но здесь еще один момент. Почему сходит вот схождение языков? Вообще это возвращение славы в храм. Если вы помните, когда Соломон построил храм, слава спустилась. Это то же самое событие сейчас. То есть новый Израиль, новый храм, сходит на него Дух. Это новое место присутствия Бога. Это новое священное пространство. Так же, как в первой части, да? Здесь, почему мы говорим, что такое новое творение? Вот оно, новое творение. Это новое пространство, где Бог будет обитать. И Он уже сошел, Его слава уже здесь. В своем новом храме. Вы живые камни. Да? То есть Бог присутствует в своем народе, который является Его новым храмом. Что еще происходит? Господин субботы судит господина суеты на кресте. То есть Вавилон осужден, Вавилон закончился. Господин субботы говорит, что придите, я дам вам мир. Придите ко мне, я успокою вас. То есть у нас получается, что есть служители храма, служители башни, которые не могут отказаться от контроля, не могут остановиться, не могут войти в покой. Но у нас сейчас здесь появляется новое место. Опять, кто в этом храме? Мы живые камни, но мы также и цари, и священники. Опять, возвращаясь в первую главу, да, что мы не просто храм, мы также и цари, так же, как в первой главе, и священники. Те, кто представляет Бога, и те, кто служит Богу. И я хочу еще одну историю напомнить. Там, что у нас со временем? Все. Все, мы заканчиваем уже. Это история Марфы и Марии. И она, скажем, вообще не о субботе, но она как-то вписывается в субботу. Что
Помните историю? Кто помнит? Марфа что делала? Иисус пришел. Они, вот две сестры, они принимают его у себя в гостях, да? И Марфа что делает? Она побежала на кухню. На кухню, готовка. Ну, как бы стандартно все, там ничего. И Мария что сделала? Она плюнула на готовку. Она села и вот слушает, что Иисус говорит. И вот это, на мой взгляд, как раз вот характеризует не только ученика, да, но и отношение вот этого нового храма, да, что, опять же, вот вчера мы обсуждали, типа, а что мы должны сесть и сидеть и ничего не делать? Нет, 6:1. 6 дней бегите, но 1 не бегите. 6 дней говорите, а 1 день не говорите. 6 дней с людьми, а 1 день вот не надо с людьми. Как бы, то есть, вот 6 дней готовьте, а 1 день не готовьте. Ну, кто не готовит, тогда наоборот, да. В общем, что я хочу? Что я хочу вообще сказать? Что остановиться и познать. На бегу познать невозможно. Остановитесь, познайте. Это вот, скажем так, что Господь, Он Господь наших жизней. И познать на практике. Давайте я вам еще... Мы закончили, в принципе, но я вам хочу дать пару применений. Так, на применение. Ну, как будто у нас уже вопросы сейчас есть. Ну, давайте я вам быстро по применениям скажу. Первое. Можно как бы останавливаться, такие маленькие субботы, пару раз в день. 5 минут. Вот на 5 минут выключите телефон. Никто не умрет за 5 минут. Даже вот ваш шеф будет, потерпит, поверьте. Если вы ему нужны, 5 минут он выдержит. Вот. Ничего не случится, мир не рухнет. 2 раза в день. Вот просто выделите себе какое-то время, 5 минут. Дети за 5 минут, они могут натворить много, я согласен. Но вы узнаете, что вот следующие 5 минут они точно будут заняты. Спать, например, будут, или есть. Вот, и все, и убегайте на 5 минут. В общем, 5 минут в первой половине, 5 минут во второй. Выключайте телефон. Вот мне еще. Кто-нибудь знает, что это такое? Это я видел в фильме в шпионском. Пустой пакет из-под чипсов. В шпионском фильме подсказку даю. Что он делает? Ладно, не буду вас мучить, я замучил уже сегодня. Мелофон. Положим. Пакет и завернем. Все, никто вам не дозвонится. Но на самом деле есть там кнопка, просто можно проще все сделать. Но если вы не знали, что есть кнопка, вот даю вам подсказку. Опять, я не проверял, может им дозвониться, я не знаю. Если хотите, но у меня кнопка нажата, может точно не дозвонитесь. Так что это второй момент. Как быть не на связи? 5 минут. Второй вариант, это не включайте телефон 1 день в неделю, в субботу или воскресенье. Не то, что не включайте, не проверяйте сообщения. Вот надо вам, или не берите его никуда. Я понимаю, что там, как в магазин, как такси, все, в жизнь стало. Возьмите наличку. Сходите с наличкой в магазин, карту возьмите, на крайний случай, по ней никто не дозвонится вам, надеюсь. Вот, то есть в магазине сдачи, карту возьмите, еще раз тогда, кому нету сдачи в магазин. Просто не берите телефон, 1 день в неделю постарайтесь без телефона прожить. Это трудно, я ни разу так не делал. Но я попробую.
Раз в месяц, раз в неделю без телефона, раз в месяц уходите куда-нибудь в горы, вот вы говорите, в горы, в парк уходите, тоже желательно не на связи. В общем, перед тем, как уйти, скажите жене, что ее любите, выключите телефон, скажите, что пошли в магазин на метро, там связи может не быть. Когда вернетесь, на вопрос, почему так долго, скажите, уехали не в ту сторону, возвращались долго. В общем, вот я вам конкретный план даю. На пару часов, чтобы вас никто не искал. В общем, если жена будет звонить, придите домой, спросите, что она хотела. В общем, вот. И последнее применение я предлагаю следующее. Давайте, ретрит молчания. Кто-нибудь был на ретрите молчания в жизни хоть раз? Я не был. Кто? Да? И как было? Нормально? Выжила, живая? Все. Вот Деба была одна из всех. Я предлагаю так. Давайте вот это раз, может быть, в 3-4 месяца можно делать. С утра до вечера куда-нибудь уехать. И молчать там весь день. Вообще не говорить. Телефоны. И можно распланировать, у меня есть план уже. Вот цель: уйти от шума, забот, давления вавилонского мира, практиковать молчание как доверие, пережить субботний ритм, отдых, присутствие, поклонение. То есть можно составить план, допустим, взять тексты, подготовить обед, можно до ужина, допустим, до 7 часов, да, молчать, с 9, например, да. Вначале там прочитать какой-то текст, потом, сделать план на весь день, что, допустим, чем мы молча занимаемся. Но молча, все молча, ни одного слова. И можно так выехать и попробовать. Если вам интересно, вы подойдите, дайте знать. В принципе, я бы хотел съездить в какое-то место, где там можно гулять по отдельности, вместе не надо. То есть, вообще у нас, у меня был опыт в Калтеке, что нам препод дал задание: молитвенное молчание в течение 3 часов. И я вам скажу, это, наверное, самый запоминающийся был опыт. Хотя ничего такого не произошло. Но это действительно, прошло уже 20 лет больше. А я помню, что это задание было просто очень таким вдохновляющим.